Доброго времени! С вами Видогор. И я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня, продолжая традицию, хочу познакомить вас с духовно-энергетической причиной головокружения и решение, способствующее исцелению. А в конце видео по традиции вас ждет энергетический звуковой массаж вихрей, основное предназначение которого – это запуск процессов гармонизации и исцеления духовно-энергетической причины. Он создан в потоке энергии джива и гармония, которая очень благоприятно воздействует на сознание, оказывает исцеляющее и успокаивающее воздействие, также гармонизирует карму, наполняет любовью, приносит успех и богатство. Данный видеоэнергосеанс рекомендуется просматривать 9 дней по 3 раза в день, утром, днем и вечером. Если после месяца прослушивания вы не заметили никаких результатов, то по вашему желанию мы можем провести консультацию, выявить основные проблемы и подсказать дальнейший путь исцеления и гармонизации всей вашей жизни. Всем здоровья и успехов! Внимательно читаем описание к видео. Друзья, огромная просьба. Алгоритмы искусственного интеллекта так устроены, что если не поставить лайк и не оставить комментарий к видео, оно не будет предлагаться другим пользователям. Кто впервые на моем канале, приглашаю подписаться. Давайте не дадим шанса искусственному интеллекту кануть в лето этому замечательному видео. Приятного просмотра и прослушивания. Общие сведения о болезни головокружения. Головокружение – ощущение мнимого вращения или поступательных движений пациента в различных плоскостях. Реже – иллюзия смещения неподвижной окружающей среды в любой плоскости. На самом деле термин головокружение трактуется значительно шире, поэтому включает состояния и ощущения, обусловленные нарушениями поступления сенсорной информации, зрительной, проприоцептивной, вестибулярной и других, ее обработки. Основное проявление головокружения – затруднение от ориентации в пространстве. Головокружение может иметь самые различные причины. Термин головокружение часто применяют для описания различных схожих симптомов, таких как обморочное состояние, слабость, потеря равновесия и тошнота. Несмотря на значительный дискомфорт и серьезные помехи в повседневной жизни, головокружение редко является признаком каких-либо серьезных заболеваний. Причины головокружения на уровне энергетических тел человека. Энергия заблокирована в верхних вихрях праве, око, родничок, вихрь Отца. Причины блокировки на энергетическом уровне яви. Симптомами головокружения являются ощущение перемещения или вращения, а также онемение. Головокружение может отрицательно влиять на способность оценивать обстановку, на зрение и слух. При головокружении у больного возникает субъективное ощущение вращательного, горизонтального или вертикального движения, либо собственного тела, либо окружающих его предметов. В отличие от обычного головокружения, при системном головокружении это движение всегда направлено в одну и ту же сторону.
Это расстройство обусловлено заболеванием внутреннего уха, при котором воспаление поражает вестибулярный аппарат. Причины блокировки на энергетическом уровне Нави. Человек страдает от головокружения, когда хочет избежать кого-либо или чего-либо, так как ситуация бередит его старую, незажившую психологическую травму. Головокружение возникает также в тех случаях, когда человек действует безрассудно, рассеянно или неорганизованно. Человек, страдающий от системного головокружения, оказался в какой-то ситуации, которая вызывает у него ощущение неуверенности. Ему кажется, что почва уходит из-под его ног, что он теряет равновесие. И это его беспокоит, даже если прежняя стабильность жизни не вполне отвечала его истинным потребностям. Он тревожится, так как вынужден принять решение перейти к чему-то новому. Его желания остаются неудовлетворенными. От системного головокружения человек может страдать и в тех случаях, когда он затевает множество каких-то перемен, которые не кажутся обдуманными и уравновешенными ни ему самому, ни окружающим. На него сильно влияет мнение других людей, даже если он отказывается к нему прислушиваться. Причина блокировки на энергетическом уровне праве. Когда у тебя начинается головокружение, постарайся запомнить свои слова или действия. Возможно, ты боишься, что в следующий момент произойдет что-то неприятное. Чего именно ты боишься? Знай, что в головокружении виновато твое чересчур богатое воображение и твоя чрезмерная требовательность к себе. Возможно, ты склонен преувеличивать значение происходящего из-за того, что до сих пор не избавился от влияния какого-то сильного страха или страдания, пережитого в детстве или юности. Мир заставляет тебя переживать новые ситуации, чтобы напомнить о том, что произошло, и дать тебе возможность исправить все раз и навсегда с помощью прощения. То есть простить себя или другого человека. Ты должен прислушаться к своим истинным потребностям и изменить свое представление об уравновешенности в жизни или человеке. Чем сильнее ты боишься проявить неуравновешенность, тем более неуравновешенной будет твоя жизнь. Системное головокружение может быть связано и с агорафобией. Самые частые причины головокружения. Мысли порхают как бабочки, разброс мыслей, нежелание иметь собственный взгляд, бегство от реальности, отказ смотреть вокруг себя. Если у вас есть головокружение, то причина, скорее всего, в ваших мимолетных, бессвязных, рассеянных мыслях. У вас отсутствует концентрация, сосредоточенность. Вы не в состоянии разобраться со своими проблемами. Метание в жизни от одного к другому также создает головокружение. У вас нет определенной цели в жизни. Подумайте, ради чего вы живете в этом мире. Какова ваша главная цель в жизни и какие цели ближайшие? Определитесь, в вашей жизни должна быть дисциплина. Это придаст вам уверенность в себе и позволит твердо стоять на ногах. У пожилых людей чаще наблюдаются болезни, которые приводят
головокружению. Кроме того, они чаще принимают лекарства, способные вызвать головокружение. Симптомы головокружения. В большинстве случаев резкое головокружение имеет системный характер. Симптомы могут возникать без видимых причин, провоцироваться изменением положения головы, нехваткой сна, громкими звуками, сильными эмоциональными переживаниями. Наиболее распространенными сопутствующими проявлениями считается головная боль, нарушение слуха, сердцебиение. Панические атаки. Головокружение и другие проявления панической атаки обусловлены нарушениями деятельности вегетативной нервной системы при воздействии психогенных, биологических и физиогенных факторов. Симптомом провоцируется конфликтами, стрессами, психотравмирующими событиями, гормональной перестройкой, физическими нагрузками, изменениями погоды, приемом алкоголя или наркотиков. Паническая атака формируется на фоне тревоги. Усиленная выработка адреналина становится причиной тахикардии, учащения дыхания. Из-за гипервентиляции возникает резкое головокружение, дурнота, возможны похолодание конечностей, неприятные ощущения в животе, затруднение глотания, тошнота. Обычно пароксизм длится не более 15 минут, а в редких случаях его продолжительность увеличивается до 1 часа. Практические советы, как справиться с головокружением. Первое. Справьтесь со стрессом и тревогой. Высокий уровень стресса способен влиять на частоту дыхания и уровень гормонов, и тем самым вызывать головокружение, дурноту и тошноту. Головокружение могут вызывать и некоторые тревожные неврозы, например, панические атаки или различные фобии. Ввиду этого приложите все усилия, чтобы снизить уровень стресса в своей повседневной жизни и разрешить конфликты с окружающими вас людьми. Это поможет облегчить приступы головокружения. Иногда снизить уровень стресса и тревоги помогает смена работы, уменьшение нагрузки, другой график работы или удаленная работа из дома. В домашних условиях можно попробовать также заниматься такими натуральными понижающими стресс практиками, как славянские практики в нашей академии. Пейте больше воды. Еще одной распространенной причиной головокружения является острое или хроническое длительное обезвоживание. Если организму не хватает воды, например, из-за рвоты, диареи, высокой температуры или недостаточного питья в жаркий день, кровь становится немного гуще, и головной мозг получает недостаточно кислорода, что может привести к головокружению. Более того, обезвоживание может вызвать также перегрев, гипертемию, еще одну распространенную причину головокружения. Поэтому постарайтесь пить больше воды, особенно в жаркую погоду и при высокой влажности. И посмотрите, улучшится ли ваше состояние. Старайтесь выпивать около 8 стаканов, 2 литра воды в день, если вы ведете физически активный образ жизни или находитесь на улице в жаркую погоду. Воздерживайтесь от спиртных и кофесодержащих напитков,
таких как кофе, черный чай, сладкие, газированные и энергетические напитки. Алкоголь и кофеин являются диуретиками, то есть обладают мочегонным действием. Третье. Съешьте что-нибудь легкоусвояемое. Еще одной распространенной причиной головокружения, головной боли и общей вялости служит низкий уровень сахара в крови. Пониженное содержание глюкозы в крови часто встречается у диабетиков, которые принимают слишком много инсулина, а также у тех, кто не завтракает и нерегулярно питается на протяжении дня. Для нормальной работы головному мозгу требуется достаточный уровень глюкозы в крови. Ввиду этого подумайте о том, чтобы изменить количество вводимого при инъекциях инсулина, конечно же с одобрения врача, если у вас сахарный диабет, или попробуйте перекусить чем-нибудь легким и проверьте, пройдет ли головокружение. При гипогликемии головокружение часто сопровождается повышенным потоотделением и спутанностью сознания. Быстро поднять уровень сахара в крови можно с помощью таких продуктов, как свежие сладкие фрукты, особенно спелые бананы и черника, фруктовый сок, например, подслащенный яблочный или виноградный сок, белый хлеб, мороженое, мед. Постоянно высокий уровень сахара в крови, гипергликемия, также может вызвать головокружение из-за обезвоживания и повышенной кислотности. Хроническая гипергликемия обычно встречается у людей с недиагностированным или оставленным без лечения сахарным диабетом. Четвертое. Вставайте не спеша. Вероятно, наиболее частой причиной кратких приступов головокружения, особенно у пожилых людей, является так называемый ортостатический коллапс. Это состояние бывает у людей с относительно низким артериальным давлением, когда они слишком быстро поднимаются на ноги из лежачего или сидячего положения. При быстром подъеме давление в артериях оказывается недостаточным, чтобы обеспечить приток достаточного количества крови к голове, и примерно несколько секунд мозг получает меньше кислорода, чем ему необходимо. В результате возникает головокружение или чувство слабости. Если вы подозреваете, что головокружение вызвано именно этим, старайтесь подниматься медленнее и опирайтесь при этом на что-нибудь устойчивое, чтобы лучше удерживать равновесие. Когда вам нужно встать из лежачего положения, сначала приподнимитесь, немного посидите и лишь затем встаньте на ноги. Хроническая гипотензия может возникнуть из-за приема слишком большого количества медикаментов для нормализации артериального давления, сосудорасширяющих средств, например, виагры и подобных препаратов, от эректальной дисфункции, заболевания периферийных нервов, обезвоживание и прием других медикаментов также могут вызвать гипотензию. Больше спите. Нехватка сна, недостаточное количество сна или его низкое качество является еще одной причиной головокружения. Ощущение тумана в голове и нетвердости в ногах. Хроническое недосыпание бывает связано с высоким уровнем стресса, гипертензией, депрессией, сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все это может в той или иной степени вызвать головокружение. Нарушение сна может быть вызвано постоянной тревогой, эмоциональной или психологической травмой, хронической болью, употреблением кофеина, приемом слишком большого количества лекарств,
синдромом беспокойных ног и многими другими причинами, например, нарколепсией или апноэ, сильным храпом во сне. Выключайте телевизор и компьютер и отправляйтесь спать немного раньше, а также воздерживайтесь от кофе-содержащих напитков. Кофе, черный чай, сладкие газированные напитки хотя бы за 8 часов до сна. По выходным можно спать дольше, чтобы отдохнуть и справиться с головокружением. Однако не сокращайте отведенное на сон время в будние дни в расчете на то, что выспитесь на выходных. Можно перед сном выпить немного ромашкового чая, экстракта корня валерьяны, магнезии, которая помогает расслабить мышцы, или принять мелатонин. Этот гормон регулирует суточные ритмы сна и бодрствования. Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент мне неизвестно сильнее и результативнее энергии наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками.
Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомир.